В 2015 году весь мир облетели вирусные фотографии женщины-волонтера, которая поила водой из бутылки и кормила маленького африканского мальчика, которого все его соплеменники считали маленькой ведьмой. Тогда эти кадры буквально всколыхнули сердца всех неравнодушных людей. А сегодня вы узнаете, что стало с этим мальчиком спустя 8 лет. По закону в Нигерии нельзя клеймить людей позорным словом «ведьма», но, к сожалению, этот жестокий средневековый обычай все еще встречается во многих поселениях. От тех, кого обвинили в колдовстве, сразу же отказываются их семьи. Они подвергаются изгнанию и порой их даже убивают. Школы отказываются обучать таких детей, и в итоге они оказываются обречены. Религиозные лидеры в Нигерии часто специально обвиняют людей в колдовстве, чтобы их близкие заплатили немалую цену за изгнание злых духов. К сожалению, у многих родителей просто нет денег, чтобы оплатить услуги местных священников. Или они даже отказываются платить, бросая малышей на произвол судьбы. Именно так поступили родители мальчика с той самой фотографии. По словам прохожих, он был на грани жизни и смерти, целых 7 месяцев питаясь тем, что находил на улице, копаясь в мусоре. При этом равнодушные жители поселения просто проходили мимо. Судьба бедняжки была бы очень печальной, если бы Аня Рингрен, волонтер из благотворительной организации, не заметила истощенного малыша на одной из пыльных дорог. Заметив одинокого мальчика, женщина сразу же остановила машину и дала ему воды, после чего отвезла в ближайшую больницу, где ему оперативно назначили курс лечения. Мальчику пришлось проходить множество процедур от желудочных паразитов. Ему потребовались трансфузии крови для борьбы с дефицитом красных кровяных клеток, и это была лишь малая часть того, что было нужно малышу для восстановления. Вскоре после спасения Аня выложила в интернет видео, на котором она дает воду маленькому мальчику, чтобы привлечь внимание к трагической проблеме отверженных всеми ведьм и собрать средства для помощи им. Фотографии и видео быстро стали вирусными, а история мальчика тронула сердца миллионов. История бедняжки вдохновила людей пожертвовать более $1 миллиона в фонд образования и развития африканских детей. В итоге Аня приняла решение приютить мальчика и назвала его Хоуп, честно признавшись, что когда она в первый раз увидела бедняжку, то была абсолютно уверена, что он не выживет. Женщина решила дать ему имя Хоуп, чтобы у него наконец появилась надежда на нормальную жизнь. Через 2 месяца после начала лечения малыш наконец полностью поправился. К этому моменту произошло невероятное преображение. Мальчик вернул свою прежнюю энергию и улыбку, и даже начал играть с другими детьми. Маленький Хоуп теперь рос в детском приюте семейного типа, где Аня взяла на себя роль его матери. Год спустя мальчик полностью восстановился и даже начал ходить в школу. Уже через год воспитанник стал выглядеть гораздо лучше и был совсем не похож на того бедняжку, которого волонтер подобрала прямо на дороге. Приют, в котором теперь живет Хоуп, Аня и ее муж открыли в 2015 году на юго-востоке Нигерии специально для обездоленных детей, оказавшихся на улице из-за ужасных суеверий. Все воспитанники живут здесь словно одна большая семья, и каждый ребенок получает все необходимое, а также любовь и ласку, которых им так не хватало на улице. Глядя на эти фотографии подросшего Хоупа, невозможно поверить, что еще несколько лет назад его обвинили в колдовстве и бросили на улице на верную смерть. Всего за 1 год мальчик преобразился невероятным образом, оставив в прошлом обтянутый кожей скелет, который едва держался на ногах. Аня вышла замуж за нигерийца Дэвида, и теперь они вместе руководят центром помощи брошенным детям. Здесь маленькие воспитанники получают все необходимое: приют, еду,
медицинскую помощь и образование. Но самое главное, они получили семью, которая любит и заботится о них. У Ани и Дэвида также есть свой ребенок, Дэвид-младший, который живет рядом с приемными детьми с момента своего рождения. Кроме того, совпало так, что Дэвид-младший и Хоуп примерно одного возраста. Когда Хоуп попал в центр, Дэвид был первым человеком, с которым испуганный мальчик начал общаться, и вскоре они стали лучшими друзьями. В 2021 году Хоуп впервые в жизни встретился со своим биологическим отцом. Несмотря на все лишения, которые Хоуп пережил в первые годы своей жизни, он был счастлив увидеть папу. А в августе 2022 года Хоуп наконец-то встретился со своей биологической матерью. Оказывается, несколько лет назад глава их деревни выбрал будущую мать Хоупа в качестве своей жены и оплодотворил ее. В итоге она родила первенца в возрасте 15 лет. Сейчас она сильно жалеет о том, что бросила малыша, который, несмотря ни на что, смог простить маму и сказать ей за все спасибо. Сегодня Хоуп стал намного сильнее. Он все так же живет в приюте и называет Аню своей мамой. Парень также помогает другим детям и делает все возможное, чтобы поддерживать своих приемных родителей в их важной работе. Благодаря средствам благотворительного фонда Ани, в Нигерии теперь строится новый большой приют, который называется «Земля надежды». Огромное количество людей со всего мира сделали пожертвования этой женщине с ее большим и добрым сердцем. Тысячи людей продолжают вносить свой вклад в меру своих возможностей, а Аня использует эти средства, чтобы спасти еще больше маленьких невинных жизней. Что касается вознаграждения за ее труд, Аня говорит, что видеть улыбки этих детей – лучшая награда, о которой она могла бы мечтать. Улыбка Хоупа стала для нее настоящим символом надежды. Эта история в очередной раз доказывает, что, когда люди объединяются в достижении общих целей, то могут достичь даже невозможного. Конечно, у истории Хоупа счастливый конец, но по всему миру еще очень много детей, которым так нужна наша помощь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.